Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Канал об узорах. И я Оля. Рада приветствовать всех новичков на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Я надеюсь, видео вам понравится, вы поставите лайк, напишите свой комментарий. А также подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И, естественно, нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим подписчикам, постоянным зрителям отдельный привет и отдельные слова благодарности. Большой-большой благодарности. Разные страны, разные города, вас уже так много. Вы такая большая моя поддержка. Спасибо вам от души большое-большое. Я ж к вам с новым узорчиком. Это уже мои ниточки, так скажем, перемотанные ниточки. Это ниточки Yarn Art Baby. Вы уже их знаете, да? Вот их упаковочка Yarn Art Baby. Ниточки, моточки небольшие, я просто их уже перемотала. Это стопроцентный акрил. Моточки есть по 50 грамм, 150 метров. И есть моточки по 100 грамм, 300 метров. Это то же самое. И эти ниточки производитель рекомендует брать к этим ниточкам крючок 3,5 миллиметра. Угу. Вот, мы берем наш крючок 3,5 миллиметра и приступаем. Итак, давайте начнем с такого ярко-розового. Кто давно уже на канале знает, что я делаю небольшие образцы для узорчиков, да, и они бывают в районе 30, ну плюс-минус там, да, петелечек. Сегодня мы с вами будем набирать 32 петли. Раппорт будет состоять у нас из 8 петелечек, поэтому мы набираем 32 петельки. Все как всегда, зафиксировали. И 32 воздушные петли. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Следующий ряд вообще не сложный. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Дальше, чтобы не ошибиться, мы просто отсчитаем 5 петелек от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. И в пятую петельку вводим крючок с накидом и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, обычный столбик. Следующую петельку провязываем также столбик с накидом. 2 петельки. И следующие, и все последующие петельки провязываем столбиками. Так, у нас ряд будет состоять из столбиков с накидом. Отрабатываем, новички, столбики с накидом, да. Опытные мастерицы, пули летим в конец ряда, и там я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, вот наш первый аккуратненький ряд готов. Такая дорожечка. Что делаем дальше? Этой же ниточкой 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. И еще провязываем 3 столбика с накидом. Вот в следующий столбик. Вот видите, вот этот. Второй, получается, у нас будет столбик. Всего будет 4. Третий столбик. И 4-й столбик. Вот, чтобы вы не запутались. Вот этот первый. Это получается 3 петельки подъема. Мы имитируем столбик с накидом. Так. И следующий 1, 2, 3. Итого 4. Что делаем дальше? 1 воздушная петелька. И столбик первого ряда тоже пропускаем. В следующий провязываем столбик с накидом. И еще провязываем таких 6 столбиков, чтобы всего было 7. Понятно? То есть этот будет первый. Второй. Столбик обычный. Видите? Третий. 4, 5, 6 и 7. Вот. Понятно? Вот так вот. Маленькое окошечко. Как только провязали 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, опять делаем маленькое окошечко, воздушная петелька. И пропускаем столбик внизу стоящего ряда. Так, и в следующую петель, в следующий столбик провязываем опять столбик с накидом и еще 6 столбиков, чтобы получилось 7. Понятно, да? И так далее до конца ряда. То есть 7 столбиков, окошечко, 7 столбиков, окошечко. Понятно? Давайте, у вас получится. Ничего сложного ведь, да? Так, смотрите, вот довязали до конца, да, нашего ряда. И последний столбик мы будем провязывать не до конца, будем здесь вводить новую ниточку. Настоятельно рекомендую ввести, но хотя вы можете и таким же цветом делать. Вот, но я для контраста покажу. Итак, новички, смотрите, последние 2 петельки последнего столбика провязываем новой ниточкой. И 3 воздушные петельки подъема.
у нас будут по узору. Все, сделали. Подтянули розовую, подтянули вот такую вот зелененькую. Поворот. Что делаем дальше? Смотрите. Там, где столбики, мы провязываем столбиками, да? То есть вот у нас 2 столбика, мы их провяжем столбиками. Раз столбик и 2 столбика. А дальше начинается самое интересное. Итак, теперь мы сами должны будем набрать 18 воздушных петель. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот такая вот большущая, длиннющая будет у нас полосочка. Что делаем дальше? Смотрите, вот наша первая петелька от крючка, да, мы входим во вторую, выводим крючок во вторую, захватываем, получается, видите, 2 петельки, вот такую вот косичку для красоты. Потянули ниточку и сразу же протянули через первую петельку, то есть это у нас будет такой соединительный столбик. Еще раз ввели, у нас здесь сверху 2 петельки, взяли ниточку и сразу же ее провязали с соединительным столбиком. И так далее идем до самого начала вот нашей цепочки. Угу. Аккуратненько каждую петелечку. Чем аккуратнее сделаете, тем красивее будет. В комментариях, пока я вяжу, напишите красивее или красивее. Ага. Богатый, могуч, великий русский язык. А то бывает, что я пока вижу болталочка такая, да? Просто соединительными петельками. То есть здесь ничего сложного. Зато эффект будет прикольный, необычный. Так. Так. И вот так вот по порядочку, по порядочку, по порядочку до самого основания. И последняя. Отлично. Так, подтянули петельку, чтобы у нас ниточка никуда не ускакала, не убежала. Что делаем дальше? Смотрите внимательно. Вот видите, у нас 2 столбика. Вот за первый столбик, вот видите, схватились. Да? Второй столбик получается пустой. Вот. Увидели? Вот эти 2 столбика ниже нижнего самого первого ряда. Вот, смотрите, я так вот ввожу крючок в эти столбики. Поняли? Вот они. Теперь моя задача забрать вот эту вот змейку сюда и протянуть ее через вот эти вот столбики. То есть аккуратненько я захватываю так вот за основание и протаскиваю. Давай, иди сюда. Есть. Видите? Вот. И мы как бы создаем вот такую вот петельку. Подтягиваем ее. Дальше. Вот берем нашу петлю, вот эту большую. Подтянули для себя удобненько. Взяли вот эту вот, получается, основание вот этой вот цепочечки. Видите? Вот они у меня на крючке обе. Накид. И теперь смотрите. Там, где была воздушная петелька, я пропускаю и провязываю в следующий столбик, столбик с накидом. Вот таким образом 2 петельки вместе. И у меня получается на крючке 3, да? И потом их вместе раз, и все. Вот. Мне необходимо, чтобы у меня была вот такая вот петелька. Дальше. Опять там, где столбики, мы провязываем столбики. То есть у нас здесь было, по идее, 7 столбиков. Один провязали, осталось 6, да? То есть вот. До следующего окошечка спокойненько мы провязываем вот такие вот столбики. Ничего замудренного. Все просто. Самое главное здесь красиво сделать вот эту вот змейку. Понятно? Все. Только дошли до окошечка. Опять повторяем эту же змейку. 18 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И опять во вторую петельку от крючка ввели крючочек, вытянули ниточку и сразу же соединительная петелька. И точно так же по всем петелечкам прошлись, вернулись к основанию, да, нашей вот этой вот цепочки, этой змейки. И сделали точно так же петельку. Давайте
Сейчас вы самостоятельно провяжете вот эту змейку, и я вас встречу. Договорились? Угу. Давайте. Итак, смотрите, очередная змейка готова. Что делаем дальше? Подтянули петелечку, чтобы ниточка не ускакала никуда. Смотрим на первый самый ряд, ориентиры. Вот спускаемся по столбику зелененькому, розовенькому, на первый ряд розовый. Раз столбик. Окошечко, внизу 2 столбика. Вот эти ориентиры мы беремся вот так вот. Угу, крючком. Дальше захватываем нашу змейку, цепочку, змейку, как ее красиво назвать. И аккуратненько протягиваем. Так, потом приноровитесь, будет нормально. Протянули, подтянули, взяли нашу ниточку, так, взяли основание нашей змейки, так, зацепились аккуратненько, красивенько, так, и накид пропускаем вот это вот наше окошечко, и в следующий столбик провязываем столбик с накидом, 2 петельки, на крючке получается 3 петли, да, и их вместе раз и провязали. И опять 6 столбиков дальше до следующего окошка. В следующем окошке ориентир петелька, да, наша петелька, змейка и так далее. Смотрите, в принципе, ну вообще ничего сложного, да, то есть пока все понятно, пока все доступно, верно? Смотрите, раз вот такая вот у нас змеечка, да, капелечка, петелечка, вот вторая. Дальше вы сделаете третью, четвертую, но если в таком же объеме, да, делаете. Вот. И я вас встречу в конце ряда. Договорились? Давайте. Если что, перематывайте назад, у вас получится. Ничего сложного, согласитесь. Давайте. Ну как вам? Вот, довязали до конца ряда. Красота? Красота. Это только начало, дальше будет еще круче. Итак, вот мы заканчиваем наш ряд. И этой же ниточкой делаем 3 петельки подъема, поворот. Смотрите внимательно. Здесь мы провязываем точно так же, где столбики, там столбики. Понятно? Смотрим. 1, 2, 3, 4. Внимательно, да? Смотрим столбика. Есть. Дальше, смотрите. Вот видите, у нас присоединялась вот здесь вот воздушная петелька была. Пропускаем, воздушную петельку делаем. И дальше идем опять 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. То есть ряд несложный. 5, 6 и 7. Угу. Дальше у нас, смотрите, видите, опять окошечко идет. Мы тоже пропускаем, воздушная петелька. И опять дальше 7 столбиков с накидом. То есть полностью повторяем наш, получается, первоначальный ряд, второй ряд, так, третий ряд, да, где окошечки, там окошечки, где столбики, там столбики. Но не сложно, да? Давайте до конца ряда, а дальше делаем новую ниточку и делаем еще круче узор. Так, смотрите. Вот провязали до конца ряда все наши столбики. И последний столбик провязываем, добавляем новую ниточку. Вы можете добавлять первую ниточку, вы можете одной ниточкой вязать, да, вы можете добавлять третий цвет, то есть как вашей душе угодно. Смотрим, 2 последние петельки столбика провязываем новым цветом, сильно не тянем, да, если вы этим же цветом вяжете, чтобы не зажуркать край. Делаем 3 петельки подъема, 1, 2, 3. Зелененькую подтянули, розовую не трогаем. Поворот. Смотрите, там, где у нас столбики, так, мы продолжаем вязать столбики. 1, 2. Мы теперь с вами набираем 28 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Угу. Вот такая вот длинная цепочка. И точно так же во вторую петельку от крючка, во вторую вводим крючочек и делаем соединительную петельку. 1.
и так далее, так далее, опять до самого основания. То есть мы провязываем всю нашу цепочку, делаем вот такую вот длиннющую змейку. Угу. Давайте, вы самостоятельно справитесь, верно? Змейку доделайте, вот, до основания, да, вот, до столбика. Здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот, провязали, получается, нашу цепочечку, да? Дошли до верхушки этого столбика, опять подтягиваем петельку, чтобы ниточка никуда не ускакала. Что теперь делаем дальше? Смотрите, мы берем нашу вот эту объемную цепочку, вот эта первая капелька, которую мы делали, вводим за правую ножку этой капельки вот так вот нашу цепочку, угу. Оборачиваем вокруг ножки и еще раз вводим. Так, тут самое главное понять принцип. Все, ничего сложного. Теперь берем нашу ниточку, подтягиваем так, как нам удобно. Опять захватываем за верхушку цепочку. Опять же берем так, как нам будет удобно. Так. Соединили вот так вот петелечку, накид. И дальше провязываем 7 столбиков с накидом. Ниже лежащего ряда, стоящего, лежащего. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, смотрите. Вот такая должна получиться красота. Возможно, с краешку не очень понятно. Давайте еще раз сделаем такую же объемную цепочечку. Вернетесь обратно. И здесь я вас встречу. Договорились? Еще раз сделаем вот такую же загигульку. Угу. Давайте. Так, смотрите. Еще раз повторим. Вытянули петельку. Вот наша цепочка объемная. Так. Вот наша капелька ниже лежащая. Берем правую ножку этой капельки. Вводим нашу цепочку. Вытягиваем раз. Оборачиваем вокруг ножки. Вытягиваем 2. Так. Теперь подтягиваем нашу ниточку. Есть. Захватываем цепочку, чтобы было удобно вам. Так, сейчас вторую петельку захватим для красоты. Так. Провязали. Вместе соединили. И дальше пошли. Пропускаем, получается, окошечко и провязываем следующие столбики. Вот, вот такая вот удивительная получается головоломка, да? Сразу как бы не догадаешься, что, как, куда, к чему. Когда их будет несколько, да, когда они будут несколько рядочков, будет очень-очень красиво. Угу. Давайте докончим до конца ряда. Здесь я вас встречаю. Посмотрим, как у вас получается. Давайте. Смотрите. Какая получается необычная красота. Да? Видите, какие загигульки. Итак, что делаем дальше? Дальше мы повторяем опять ряд, который был зелененький. То есть все столбики с накидом. 3 воздушные петельки. Угу. Поворот. И там, где столбики, вяжем столбики. Там, где окошки, мы оставляем окошки. Понятно? То есть ряд несложный. Все так же повторяем, как делали в зеленом ряду. Так. 4 столбика, ну, в моем случае воздушная петелька, и дальше 7 столбиков с накидом. Все, ничего сложного, правильно? В принципе, согласитесь, узор сам по себе тоже несложный. Тут просто понять, как вот закручивать эти вот барашки, цепочки и так далее, и так далее. Угу. Видите? То есть вот изнаночка ваша будет, так? Немножечко отличается будет первый ряд. Все, вот такая вот лицевая сторона. Давайте дойдем до конца ряда. А здесь еще раз присоединим зелененькую ниточку и покажу, как вам здесь загигульку делать. Договорились? Давайте вяжем до конца ряда. Сюда идем. Итак, довязали данный ряд до конца. Несложный. Что делаем дальше? В последний столбик, да, последние 2 петельки столбика мы провязываем новой зелененькой ниточкой. Аккуратненько не тянем зелененькую, чтобы у нас край был ровненький. 3 воздушные петельки подъема. Розовую подтянули. Поворот. И теперь, смотрите, будем повторять наш вот этот розовый ряд. То есть, где столбики, мы вяжем столбики. Так. Теперь мы набираем точно так же 28 воздушных петелек и возвращаемся обратно соединительными петельками до основания нашего вот этого столбика, верхушки. Да? Давайте.
28 петелек, вернулись с соединительными петельками, и здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, очередная змейка готова. Видите, да? Потянули петельку, чтобы ниточка никуда не убежала. И что делаем? Вот наша получается капелька такая с загигулькой. Берем точно так же правую стенку. То есть ориентир у нас правая стенка. Так. Вот таким образом. Обернули еще раз. И опять через правую стенку. Угу. Дальше точно так же берем нашу петельку, нашу ниточку, подтягиваем так, как нам необходимо, удобно. Так. Потом за кончик цепляемся за нашу вот эту вот змеечку, за цепочечку. Так. Раз. Раз. И соединительной петелькой, оп, соединили. Все. И опять дальше пошли столбики с накидом. Не сложно? Не сложно. Принцип понятен? Надеюсь, понятен. Вот. И таким образом вы можете провязать сколько угодно. Вы можете регулировать ширину, через сколько у вас будут эти загигульки. Вы можете регулировать длину, какие они у вас будут, длинные, да, или может быть покороче там и так далее. Вы можете регулировать пряжей, естественно, какие они у вас будут, более такие толстые, мощные, либо они будут тоненькие. Класс? Необычно, да? Давайте увеличим на несколько рядочков, ну или хотя бы вот этот довяжем, да, еще один розовый сделаем и посмотрим, что же в итоге-то получается. Давайте. Так, девчат, смотрите. Вот такая вот получается необычная красота, объемная, видите? Естественно, изнаночка ровная. Понятно, да? Еще раз хочу напомнить, да, говорила, что вы можете вот эти загигульки сделать на более длинном расстоянии друг от друга. Вы можете просто пустить по периметру. Будет очень классно, да? Можете повернуть. Также будет очень классно. То есть вы знаете, как делать вот эти вот цепочечки. И можете сделать... О, идеально будет в кардиганчиках, в кофточках. Согласитесь, да? Возможно, это сидушечка, чехольчик и так далее. Жилеточка. Угу. Ну-ка, давайте замерим. Что это получается? Это получается, мы набирали с вами 32 петельки, да? Ну, объемный, конечно, узорчик. Вот смотрите, да? Вот так вот, если чуть-чуть подниму. 20, вот здесь вот видно, что 20 сантиметров. Так, вам, конечно, не будет так заметно. Видно. 20 сантиметров. Вот. И здесь получается у нас что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 рядов. Так. Ну, это 10,5 сантиметров. Видите? Он, конечно, плотненький узорчик, но видите сами, да, что столбики. Ну, естественно, что тянется. Если это акрил, тепленький, да. Если ниточки будут потоньше, естественно, это будут более такие летние варианты. Интересно, куда вы пофантазируете, можно использовать данный узорчик. Смотрите. Интересная идейка. Интересно. Не пугайтесь. Это не сложно. Не пугайтесь. Вот. Самое главное, посмотрите внимательно видео, поймите принцип, и у вас получится. Да? Я надеюсь, вам видео понравилось. Не забывайте нажимать на лайк. Да? Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.